Всем привет, друзья! Я постоянно слышу, ты предлагаешь самые дорогие кухни, самые дорогие материалы. Как уменьшить стоимость кухни и не потерять в качестве? Конечно же, если задаться такой целью, то всегда можно уменьшить бюджет. И сегодня я расскажу, как это сделать. Самый главный принцип – чем проще кухня, тем она дешевле. Это очень простое и понятное правило. Прямая кухня всегда будет дешевле, чем угловая. Скругленные ящики обойдутся вам дороже, чем обычные прямоугольные. На самом деле любой нестандарт – это всегда дороже, чем стандартные модули. Одним из самых дорогих элементов кухни является фасад. И его можно упростить. Замените филенки и другие сложные элементы на простой минималистичный фасад. От этого кухня не станет хуже. Она станет современной, минималистичной, интересной, но при этом бюджет сильно сократится. Откажитесь от стекла в фасадах. Стекло очень сильно повышает стоимость. От навесных верхних ящиков можно отказаться в пользу полок, поставив на них красивый декор, либо вашу посуду, или вообще полностью отказаться от всех верхних ящиков. На самом деле это смотрится довольно модно, но если у вас маленькая кухня, это не самое подходящее решение. Рассказывая о материалах, я буду перечислять их от самых дорогих до самых бюджетных. Основная составляющая кухни, конечно же, это корпус. Его можно сделать из массива дерева, но я очень редко встречаю такой вариант, потому что он очень дорогой, скажем так, избыточно дорогой и, в принципе, я считаю, неоправдан. Чаще всего корпус кухни делают либо из МДФ, либо из ЛДСП. МДФ, по сути, это панели, состоящие из древесного волокна. ЛДСП – это ламинированные панели, состоящие из древесной стружки. Какой же материал использовать для корпуса? МДФ или ЛДСП? На самом деле, практически в 80%, в 90% бюджетных кухонь используется только ЛДСП. Но стоит помнить о том, что, во-первых, он смоется гораздо хуже, но это реально там некрасивый материал. У него очень маленький выбор цветов, он матовый, у него некрасивая кромка. А МДФ, во-первых, может быть в шпоне, может быть в покраске, там, в любом цвете. Конечно же, это обойдется вам дороже, но это совершенно другой внешний вид. Кроме того, ДСП подвержен воздействию влаги. И, например, в зоне мойки его нежелательно использовать, потому что если вдруг у вас что-то там протечет, то он просто разбухнет. К тому же ДСП не ремонтопригоден. Если вы один раз вырвали дверцу, то вы никогда не вкрутите саморез назад. Это просто невозможно. Чтобы сэкономить на кухне и продлить ее срок службы, вы всегда можете комбинировать материалы. Например, рядом с мойкой, там, где у нас влажная агрессивная среда, вы можете использовать МДФ. А верхние ящики, которые никогда не будут подвержены влаге, которые редко будут вообще использоваться, вы можете делать из бюджетного ДСП. Вы так сэкономите бюджет кухни, но при этом продлите ее срок службы. Какие материалы используются на фасадах кухонь? Самый дорогой классический материал – это массив дерева, но при этом при своей высокой стоимости он имеет ряд существенных недостатков. И, например, если у вас в комнате сухой воздух, то дерево тоже начинает высыхать, появляются щели, и он теряет свой красивый вид. Поэтому, конечно же, предпочтительно использовать МДФ. Это может быть МДФ в шпоне, это может быть МДФ в покраске эмалью, более дорогой вариант. Это может быть самый бюджетный вариант с МДФ, это МДФ с пленкой ПВХ. Если МДФ не подходит нам по бюджету, то есть отличный вариант – это фасады из пластика. У них довольно широкая линейка цветов, есть как отечественные пластики, так и европейские, и они очень хорошо подойдут для каких-то современных минималистичных кухонь. И если стоит задача максимально сэкономить и предполагаемый срок службы очень короткий, то вам подойдут фасады из ДСП. Зачем вбиваться в дорогие фасады, если вам нужна кухня на короткий срок? И так же, как с корпусом, вы можете комбинировать разные материалы для фасада. Например, верх, который вы редко используете, трогаете, вы можете сделать из бюджетного ДСП, а низ, с которым вы постоянно контактируете, можете сделать из более дорогого МДФ. И вот эта разница на небольшой кухне может существенно сказаться на ее стоимости. Очень часто заказчики говорят: Александр, эта столешница стоит как пол нашей кухни. И тогда я начинаю рассказывать о свойствах материала, который мы используем. Самые дорогие столешницы, которые я всем рекомендую, это столешницы, которые прослужат там очень долго, которые еще долго будут иметь первоначальный вид, это столешница из кварцевого агломерата. Это очень твердый материал, он очень тяжело режется. Даже когда вы его напиливаете под вашу кухню, у вас останутся швы, их просто невозможно заполировать. Но кварцевый агломерат стоит довольно больших денег. Это самый дорогой вариант материала для кухонной столешницы. Чуть ниже по стоимости будет натуральный камень, такой как гранит либо кварцит. Это очень красивые природные материалы, очень твердые,
но стоят они тоже довольно дорого. Сейчас большую популярность набирают столешницы из керамогранита. Это обязательно должен быть крупноформатный керамогранит, чтобы у вас не было лишних швов. За счет этого он будет, конечно, довольно дорого стоить, но не так дорого, как кварцевый агломерат, либо натуральные камни. Но при этом смотрится эстетично и удовлетворять всем вашим потребностям. Спускаясь ниже, мы добираемся, наверное, до последнего более-менее красивого материала – это искусственный камень. То есть все, что ниже, это будет уже просто компромисс. Мне лично не нравится искусственный камень, он очень плохо отражает свет, он матовый. Кроме того, это мягкий материал, и там любые надавливания ножом, либо вы поставили какую-то раскаленную сковородку, это все будет оставаться на этом материале. Кто бы что ни говорил, что это можно полировать, там, восстанавливать. И через какое-то время столешница придет довольно некрасивый вид. Ну и самый бюджетный вариант, который можно использовать только в самом экстренном случае, это столешница из ДСП, либо из ПВХ. ПВХ — это, знаете, вот подоконники из пластика в новостройках. И самое в них страшное — это, конечно же, стык панелей, стык вот нарезанного вот этого ПВХ, который закрывается какой-то такой нахлобучкой, который постоянно отрывается, где-то валяется у вас в цоколе. И, конечно, используйте это только в самых экстренных случаях. Во всех остальных случаях постарайтесь этого избежать. Сверху к столешнице у нас подходит фартук. И на него, на самом деле, используются совершенно те же материалы, что и на столешницу, поэтому принцип экономии здесь точно такой же. Единственное, что еще может появиться на фартуке — стекло, либо двухкомпонентная штукатурка, но это точно не про то, как сэкономить, поэтому эти материалы мы не будем обсуждать. На каждой кухне есть мойка для мытья посуды. Более дорогие мойки будут из искусственного камня, либо из толстой сваренной стали, а более дешевые будут штампованные из тонкого листа стали, который очень неприятно звенит, когда по нему бежит вода. Существенно изменить бюджет кухни может фурнитура. Для дорогих качественных кухонь обычно используются Blum, Grass и другие европейские аналоги, обычно производимые в Германии, Австрии. Чуть ниже уровнем идет Hettich и другие аналоги. Чтобы снизить бюджет, мы можем использовать более дорогую и качественную фурнитуру на ящиках, которые мы чаще используем. Например, на ящиках для столовых приборов, либо на ящиках для посуды. А ящики, которые мы редко используем, там верхние, какие-нибудь самые дальние, на них можно использовать самую бюджетную и простую фурнитуру. И, в принципе, она никак не скажется на сроке службы. Когда мы с заказчиками считаем бюджет кухни, он делится на три части. Первая – это сама кухонная мебель, вторая – это столешница, а третья – это бытовая техника. И бывают случаи, когда бытовая техника стоит в разы дороже, чем кухня со столешницей. Я считаю, что бытовая техника, конечно, гораздо важнее кухонной мебели. И если какой-то ящик что-то можно поменять, то заменить духовой шкаф – это реально проблема. Бытовая техника делится на ценовые сегменты. Приведу некоторые примеры. Например, в премиум-классе у нас такие бренды, как Gaggenau, Miele, Smeg, Neff. В среднем классе Bosch, Zanussi, Siemens. Более бюджетные варианты — это Candy, Samsung, Indesit. И самые бюджетные варианты — это китайский Lex, Darina, который принадлежит Газпрому, а также разные китайские ноунеймы. Кроме того, многие бренды производят продукцию совершенно разных ценовых категорий. И в этом всем можно моментально запутаться, потому что еще бренды перекупают друг друга, и каждый год у них разные хозяева, разное качество, разные страны, где производятся, потому что некоторые, например, фирмы производятся как в Восточной Германии, так и в Западной Германии, в Китае, у кого-то производство там, не знаю, в Индии. Поэтому перед покупкой лучше проконсультируйтесь со специалистом, который постоянно в этом материале и может подробно вам рассказать актуальную информацию. Это не очевидно, но покупая более дорогую технику, вы экономите, потому что бюджетные аналоги, скорее всего, прослужат вам гораздо меньше. Помните народную мудрость? Скупой платит дважды. Но помните, очень часто повышение стоимости связано не с повышением качества, а с разными дополнительными функциями, которые необходимы, разве что профессиональным поварам. Если у вас нет необходимости в этих функциях, то и не стоит за них переплачивать. Бытовая техника делится на отдельно стоящую и встроенную. И, конечно же, отдельно стоящий холодильник будет гораздо бюджетней, чем холодильник, встроенный в пенал. Это же касается и микроволновки. Кроме того, если микроволновка еще и укороченная, то ее цена взлетает в 2-3 раза. Сейчас очень модно использовать комбинированные бытовые приборы. Например, духовой шкаф
с функцией микроволновки или духовой шкаф с функцией пароварки. Но то, что вы объединили два предмета в один, никак не скажется на вашей экономии. Единственное, на чем вы сэкономите, это пространство в вашей кухне. Кухонные вытяжки бывают навесные, а бывают встроенные, но на стоимости это сильно не отразится, и здесь в первую очередь будет влиять, конечно же, бренд. Но есть важный момент. Сейчас во многих жилых домах не делают выхода для кухонной вытяжки, и нужно использовать вытяжки с фильтром. И поэтому обязательно обратите внимание на наличие этих фильтров и на их стоимость, потому что периодически их придется менять. Правильно сравнивайте цены. Мы определились с материалами, мы выбрали самый оптимальный вариант. И если вы сейчас беретесь выбирать между 2, 3, 4, 10 производителями, то обязательно обратите внимание на то, чтобы состав кухни, материалы, спецификация, все количество деталей, чтобы это все совпадало. Иначе вы будете просто сравнивать разные кухни, и это никак не будет отражать реальную экономию. Немного лайфхаков. Практически все кухни, выставленные на экспозиции в салонах, можно купить с огромной скидкой. Они даже заказываются с такой мыслью, чтобы потом их можно было легко продать. То есть там нет каких-то сложных элементов, они специально отдельно стоящие. И если эта кухня подходит под вашу квартиру, то вы можете очень серьезно сэкономить. Кухня по частям. Очень часто, да, практически всегда мы заказываем кухню у мебельщиков, столешницу у каменщиков, а технику у поставщика бытовой техники. Это избавляет нас от переплаты за перекупку. Но есть особенности, могут быть несостыковки в нестандартной технике, в нестандартных элементах. Об этом нужно помнить и обращать особое внимание. Наверное, всем понятно, что российская мебель дешевле европейской. И это связано не только с историей бренда, с курсами валют, это связано еще и с таможней и с логистикой. То есть привезти кухню из Пскова и из Берлина стоит разных денег. Плюс таможня еще заберет там 30-40% от стоимости кухни. Но важный момент, что нестандартная кухня, изготовленная в Питере, в Москве из каких-то дорогих эксклюзивных материалов, может оказаться значительно дороже, чем европейская кухня, сделанная на фабричном серийном производстве. Сборка кухни. Обычно сборка кухни составляет порядка 10% от стоимости всего заказа. И чтобы сэкономить, можно собрать ее самостоятельно. Но тут есть моменты. Во-первых, вас могут лишить гарантии, или у вас тупо останутся лишние детали. И то, на чем чаще всего экономят покупатели кухонь, это, конечно же, дизайн-проект. Для чего он нужен? Во-первых, он позволит вам разработать общую концепцию, чтобы кухня вписывалась в ваш прекрасный интерьер. Во-вторых, вы сможете заранее очень внимательно и тщательно проработать эргономику, то, как вы будете пользоваться вашей кухней. И, конечно же, вы получите принципиальную схему разводки электрики, чтобы заранее просчитать все провода, все правильно вывести, чтобы потом не пришлось переделывать, штробить заново стены. У меня был случай, соседи делали ремонт квартиры, и у них прораб развел всю электрику, вывел сантехнику, потом приехала кухня, и оказалось, что у них нет вывода под мойку. И им пришлось заново разломать всю стену, проложить трубы, заново все сделать. В итоге они потеряли и деньги, и время, и нервы. Поэтому, конечно, желательно все заранее проработать на бумаге. Это на самом деле очень важный момент касаемо всего в квартире. В моем инстаграм еще очень много полезной информации, поэтому подписывайтесь. Если видео было полезным, то обязательно поддержите его лайком. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч, пока-пока!